Слоны– это крайне умные животные, которые устанавливают крепкие связи со своими семьями, состоящими только из женских особей. Самцы уходят в одиночестве, матери, бабушки и дети в семье заботятся о новорожденных. Эти животные очень социальные и испытывают те же эмоции, что и люди. Существуют даже явные признаки того, что слоны страдают от горя, когда умирает или рождается мертвым слоненок. Просто невероятно жалко наблюдать, какую боль испытывает слониха, потерявшая своего малыша. Ее мама и сестры собираются вокруг печальной матери и обнимают ее хоботами, словно утешая ее. Близкие как могут поддерживают несчастную маму, сердце разрывается даже у людей, наблюдающих за этими сценами. Еще более удивительно, что некоторые плохие люди до сих пор убивают этих прекрасных животных из-за их бивней. Именно поэтому создали огромные парки, где эти животные свободно перемещаются в своей обычной среде, но они все равно защищены заборами и системой безопасности по периметру. Одни из самых лучших парков находятся в Южной Африке. Там эти большие животные могут жить в условиях, максимально приближенных к их естественной среде обитания, но при этом под присмотром людей. Ограждения также защищают их от беспощадных браконьеров. Наличие видеокамер, средств оповещения, патрулям позволяет работникам быстро реагировать, когда слон находится в опасности. Люди могут наблюдать за этими удивительными животными на безопасном расстоянии из своих автомобилей, не беспокоя их. Иногда работникам парка приходится вмешиваться, спасая слонов внутри парка, не используя никакую защиту или оружие, что может быть довольно опасно. В одном из подобных случаев слоненок-малыш, родившийся всего несколько дней назад, упал в яму с водой. Он уже был слишком тяжелым, но и в то же время слишком маленьким, чтобы самостоятельно выбраться. Как дружная семья, слоны объединились, пытаясь спасти своего младшего братика. Это вдохновляет наблюдать своими глазами, насколько эти гигантские животные могут быть преданными и умными. Они распрыскивали воду по бортикам ямы, чтобы размягчить их, а затем били ногами по краю, в надежде обвалить стену и соорудить дорогу для малыша. Однако бортик был слишком прочным и, несмотря на все усилия, им не удалось достичь успеха. Малыш провел некоторое время в воде и отчаянно пытался выбраться. Скользя и паникуя, люди видели это и понимали, что им нужно вмешаться. Однако стая не облегчала им задачу, так как огромные слоны окружили маленького слоненка и не давали пройти никому внутрь. Когда угрожает опасность члену семьи, то слоны могут неадекватно воспринять вмешательство людей и напасть на них. Нужно было для начала разделить стадо и младенца, что было нелегкой задачей. Национальный парк организовал применение экскаватора, чтобы попытаться вырыть путь для младенца. По сути, это был тот же план, который применяли взрослые слоны, но с более эффективной техникой. К кругу слонов медленно приближалась огромная машина, и слоны, увидев, как она надвигается, стали беспокоиться. Взрослые слоны рисковали своей жизнью, чтобы защитить своего малыша от всех неприятностей. Как только машина приблизилась слишком близко, один слон заслонил собой младенца и стащил его в центр ямы в более глубокую воду. Уровень воды был слишком высоким для животного, и это было еще опаснее для малыша. Он уже был слишком истощен за несколько часов борьбы, чтобы поддерживать себя на плаву и барахтаясь в скользкой глине. Мужчины быстро отказались от этой идеи и придумали план, который мог помочь малышу быстрее. На счету были минуты, но был опасен для людей. С помощью своих автомобилей они аккуратно отодвинули взрослых слонов от круга. Это было непросто, так как животные делали все возможное, чтобы быть рядом с младенцем. Не исключалось и атаки слонов на машины. Слоны известны своей способностью серьезно повредить транспортные средства и пассажиров в них, если разозлить животных или помешать им. Даже находясь в машине, спасатели не могли быть полностью уверены в своей безопасности.
Они старались максимально плавно приближаться к гигантам и сохранять дистанцию от стада, чтобы предотвратить близкие контакты с животными. Смельчаки смогли впихнуть свои автомобили между стадом и младенцем. Это было очень опасно. Но на самом деле времени на раздумье и другой план уже не оставалось. Спасение слоненка из воды требовало мужества и решительности. Как только слоны отошли достаточно далеко, чтобы помешать, двое крепких мужчин взяли дело в свои руки, они подбежали к колодцу с водой и спрыгнули в него. Стоит напомнить, что этот национальный парк в Южной Африке является домом не только для почти 700 слонов, но и для большой пятерки самых крупных и мощных животных Африки. Эта пятерка включает в себя, конечно же, слона, но также льва, леопарда, буйвола и носорога, но парк также полон других диких и опасных животных. В то время, как эти крепкие мужчины полностью сосредоточились на спасении малыша, остальные работники парка занимались отвлечением стада и его одолением от места операции, так как любое из этих животных могло приблизиться к спасателям и от испуга заслоненка все испортить. Однако люди были готовы рискнуть, один из спасателей в яме в итоге смог схватить скользкого маленького слоненка. Это было не так просто, так как слоненок в этом возрасте хоть и был величиной с большую собаку, но весил намного тяжелее. При помощи другого мужчины наверху они стали тащить малыша к поверхности, где было безопасно. Бедный слоненок был таким уставшим и растерянным, что он почти падал и не мог самостоятельно вбираться в горку. Мужчины не позволили малышу упасть и скатиться обратно. Нужно было вернуть его матери, чтобы она могла позаботиться о нем. С трудом они перенесли его к краю ямы, протерли от грязи и проводили его ближе к стаду, чтобы он мог увидеть свою мать. Единственной проблемой было то, что малыш уже решил, что эти люди его друзья. Когда его поставили на землю и попытались отойти, он начал преследовал их. Эти сцены были милыми и стали бы забавной игрой, если бы слониха не стояла недалеко от своего малыша, за которым она волновалась в течение многих часов до этого. Мужчины были тронуты игривостью ослабевшего малыша, но все-таки отвели младенца поближе к стаду. На этот раз его мать увидела его и начала звать к себе. Малыш моментально бросился к ней из всех сил, ушки колыхались на ветру, но то, что сделала стая дальше, никто не мог предсказать. Спасатели, наблюдавшие с безопасного расстояния, увидели, как мать побежала к малышу и обняла его крепким хоботом. Любовь на их лицах не требовала слов, чтобы понять все чувства, которые испытывали эти двое. Через несколько секунд стадо окружило малыша и стало радостно кричать. Стадо подошло мужчинам и начало благодарить их, издавая громкие звуки и нежно обнимая их своими хоботами. Они были безумно благодарны за помощь, которую оказали маленькие люди. Все понимали, что если бы не эти ребята, то слоненок скорее всего бы остался в той яме. Если эта история тронула вас так же, как и нас, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.